Диагностика исправности системы лянда-регулирования, а именно исправности реакции топливной системы на датчик кислорода, на кратковременные и долговременные коррекции. Автомобиль Chevrolet Blazer V6, сканер Delphi, он же Автоком, один из самых дешевых, но в то же время эффективных сканеров для проведения такого вида диагностики. Диагностировать будем в режиме EOBD, вот она эта кнопка, поэтому можно, конечно, выбрать автомобиль, но в нашем случае он все равно выберет режим поддержки EOBD, OBD2 протокола. Выбираем его. Зажигание включено, двигатель не работает. В нашем случае двигатель работает, нажимаем ОК. Идет поиск тестера, поиск интерфейса тестера и установка соединения с блоком управления двигателя. Соединение установлено. Протокол у нас G1850. Здесь мы выбираем данные в режиме реального времени. Вот она, эта кнопочка. Нажимаем ее. Электронный блок управления двигателем. Раскрываем весь этот столбик. Выбираем здесь кратковременная регулировка по топливу и долговременная регулировка по топливу. Для того, чтобы убедиться, что датчик кислорода у нас исправен, опускаемся вниз и выбираем датчик кислорода B1S1 по напряжению. Выбрали, смотрим, вот он у нас пульсирует от 100 до 950. Это значит, что система лянда-регулирования работает и датчик кислорода исправен. У Nissan колебания идут в основном от 200 до 600. У остальных машин предел от 100 милливольт до 1 вольта. Но 1 вольт это уже все считается плохо. Здесь выбираем, ставим вот две галочки, выбираем кратковременные и долговременные коррекции для того, чтобы вот открыть графиком. Нажимаем сначала вот сюда и потом сразу же на кнопку графика. Открывается график. Все, подключение прошло успешно. Давайте проведем тест системы лянда-регулирования, реакции на топливную смесь и на регулировку времени впрыска форсунок. Для этого можно использовать любой баллон с очистителем карбюратора, там, дросселя, впрыскнуть его в впускной коллектор там, со стороны воздухана или снять шланг продувки картерных газов или любой там удобный шланг, который есть во впускном. Туда впрыскнуть какое-то топливо или там пропановый баллон маленький взять, который для горелки. В нашем случае вот как раз этот баллон. Шланг я затащил в салон для удобства. Вот он. Сейчас я его соединяю и подаю топливо в обход форсунок. Вот мы видим реакцию блока управления двигателем. Он видит, что смесь богатая. И в этот момент время впрыска форсунок сразу же начинает убавляться в минус. Кратковременная коррекция убавляет это в минус. Долговременная коррекция за несколько циклов начинает это записывать в память и запоминать. Вот мы видим, что у нас по графику долговременная пошла вниз. Он это записывает и фиксирует эти данные. Будет их выравнивать до того момента, пока здесь у него не выйдет 0. Поэтому общую коррекцию учитываем всегда суммарную. В нашем случае сейчас суммарная у нас плюс-минус 20. То есть минус 20% впрыска, которую мы имеем при подаче излишков топлива. Это говорит о том, что блок управления двигателя исправен, система лянда-регулирования исправна, и форсунки вполне управляются блоком управления. Никакой аварии нет, и можно подавать систему контроля для экономии топлива и пытаться от этого получить какой-либо эффект.
Закрываю баллон. И как мы видим, после закрытия баллона блок управления увидел, что смесь у нас бедная. Мгновенно время впрыска форсунок было увеличено. И сейчас это будет записано в долговременную коррекцию. Несколько циклов повторяется, и долговременное начнет процент уменьшать. Вот таким образом работает система лянда-регулирования на бензиновых двигателях. Сейчас у нас в диагностике мы используем диагностический сканер Delphi, один из самых дешевых и эффективных, которые есть на рынке. И диагностируем мы Chevrolet Blazer с двигателем V6. Все, как мы видим, система вышла. В плюсе у нас опять 2-3%. И кратковременное тоже у нас колебается в 3% в плюсе. То есть суммарно у нас плюс 6 форсунки добавляют. Вот так это работает. Так, давайте теперь попробуем подать водород и посмотреть, какая будет реакция. Подключил водородную установку. Вот мы видим изменения топливных коррекций. Пошла реакция, запись в долговременную коррекцию и реакция на кратковременную. То есть время впрыска форсунок у нас уменьшается. Вот мы видим, как у нас идет ступень. И время впрыска форсунок мы уменьшаем с постоянной записью в долговременную. Отключаю. Отключил водородную установку, и соответственно мы видим, что время впрыска форсунок у нас начало увеличиваться. Вот у нас Chevrolet Blazer. Вот подключение со стороны впуска. А подключение производилось до датчика массового расхода воздуха перед дросселем. Можно подключаться и со стороны после дросселя, в данном случае вот в вакуумную трубку. Но здесь немножко другая система, о ней как использовать такое подключение, это будет позже.